привет! Вы на канале Кочевники. Меня зовут Ульяна. Меня зовут Артем. А меня зовут Амелия. Мы приехали, наверное, в самый красивый город на земле. Мы приехали в Рио-де-Жанейро. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, погнали с нами смотреть удивительную и красивую страну Бразилию. Посмотрите, какую классную, шикарную квартиру мы сняли в Рио. Нам безумно повезло, потому что в Рио в основном можно снять только конуру. Вот здесь два санузла, один, второй. Здесь у нас спала уже Амелия. Вот вам лайфхак. Когда будете снимать квартиру в Рио, обращайте внимание на количество спален, потому что часто они пишут, что одна спальня, вот это наша с Артемом спальня. А по факту это крохотная мультипулечная студия на шумной улице. Еще одна спальня, но мы ей не пользуемся. Здесь постирочная зона, балкончик. Мы так попали первый раз, когда мы снимали жилье в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. Я сняла квартиру как однокомнатную, а оказалось, что это просто крохотуличная студия. Одна комната — это просто перегородкой закрытое место для кровати и маленький-маленький диванчик. Поэтому, когда мы заехали вот в эту шикарную квартиру на Копакабане, мы, конечно, были в шоке, потому что жилье в Рио стоит безумных денег. За эту квартиру мы платим $1000 за 20 дней. Все остальное стоит значительно дороже, в 2, в 3, в 4 раза. И то, что нам сейчас так повезло с квартирой, мы до сих пор не можем поверить. Хозяйка американка согласилась нам ее сдать по цене, которая нас устраивает. Конечно, на Airbnb цена была в 3 раза выше. Для тех, кто не знает, как арендовать квартиру на Airbnb со скидкой 50%, я писала на канале Кочевники в Телеграме, там есть в закрепах, можно посмотреть. Я делилась своими лайфхаками, как арендовать квартиру со скидкой 50% через Airbnb. Ну что, друзья, мы пришли наконец-то, наверное, на самый известный, на самый знаменитый пляж всего мира. Это пляж Копакабана. Этот пляж навсегда в моем сердце. И когда я первый раз гуляла по нему, я думала, боже мой, неужели это случилось со мной? Неужели это случилось со мной? Как я вообще могла дожить до этого? И вот мы здесь уже второй раз наслаждаемся Рио. Сейчас пойдем гулять по Копакабане и вам покажем эту прекрасную, самую лучшую, самую красивую набережную на земле. На самом деле, когда мы были здесь в ноябре, водичка была такого голубого цвета, как в Канкуне, такого нежно-голубого бирюзового цвета, плюс белый песочек. В ноябре здесь вообще яблоко некуда было упасть. Сейчас суббота, это нужно учитывать. Когда вы смотрите на количество народу, понедельник, тут вообще никого не будет. Вообще, конечно, так сделать не стоит. Вот как я сейчас иду по набережной Копакабаны и снимаю видосы, потому что в любой момент вот здесь может поехать байк, может поехать электровелосипед и просто вырвать у меня из рук телефоны. Это происходит вообще тут сплошь и рядом, на каждом шагу. Но я только надеюсь на то, что сейчас все-таки суббота, очень много народу. Если бы сейчас кто-то был из наших местных друзей, местных бразильцев, они бы мне сейчас сказали: ай-яй-яй, Ульяна, не делай так, не рискуй своим телефоном. Ничего не сделаешь ради искусства, поэтому специально ради вас рискуй своим телефоном. Да, вот здесь вот мы жили раньше. Вот на этом повороте в прошлом году мы жили у этого дома. Наш с Ульянкой день рождения, мы решили покинуть Перу и приехать сюда, обратно в Бразилию, вернуться. И какое же это счастье идти снова по Рио, по Копакабане, по Ипанеме, вот, и просто наслаждаться вкусным кокосом. Вот сколько цветов, какая красота. Всем привет! Шли с утра на поезд. Специально выбрали хорошую погоду. Обращайте внимание, я в ссылке под описанием к видео пришлю видео на веб-камеру над крестом, поэтому можно смотреть на погоду, прежде чем сюда идти. Сейчас мы садимся в поезд, как он выглядит и какая будет дорога. Сейчас будем смотреть головокружительные виды. Статуя Христа.
Христа можно подняться тремя способами. Способ первый, самый дорогой, это, конечно же, поезд. Самый прикольный, самый дорогой. Способ второй, это автобус, такие микроавтобусы, которые едут по серпантину. И способ третий, бесплатно. Можно дойти до парка, возле озера, можно дойти, подняться пешком. Но путь занимает примерно 2 часа. Еще можно доехать на такси, но туда-то вы на такси доедете, а вот обратно спуститься на такси вы уже не сможете. И билет на поезд или на маршрутку купить там вы тоже не сможете. Поэтому самый лучший, на мой взгляд, самый прикольный способ, это, конечно же, поезд. Что мы и сделали, купив билеты, 93,5 реала на человека на взрослого и 64 на ребенка. Нам достались такие прикольные места. Поезд едет довольно тихо, но с таким вот углом, под наклоном, и очень интересно. Пойдем, выходим. Чтобы не толпиться в проходе. Так, можно, смотрите, можно к Христу подняться на лифтах, а можно подняться на эскалаторе. Мы, наверное, пойдем на эскалатор, потому что такой путь самый классический. Ну, народу, конечно, много, но чего мы хотели? Так, я думала, тут эскалаторы, а тут... Поднимайся. А тут самая обычная лестница. Ну, не очень-то сложно, хотя Амелия у нас карабкается. Амелия, смотри, что наверху. Ну как, ты устал подниматься? Да пока нормально. А вот и лифты. Они пришли, а тут эскалатор. Ну, он такой маленький. Можно было бы пешком подняться. Ой, какой красивый вид. Потрясающе. Ну что, поднимаемся к самой-самой знаменитой достопримечательности. В прошлый раз мы Христа видели с вертолета. Мы в ноябре летали на вертолете, облетали статую Христа с вертолета. Но к нему самому наверх мы не поднимались, у меня был не закрытый гештальт. Поэтому сегодня первым делом, что мы сделали по приезду в Рио, это пришли сюда. Боже мой, я даже представить себе не могла, что однажды в жизни со мной это произойдет. Я уж не говорю про вертолет. Вертолет это вообще было за гранью вообще понимания того, что это вообще может происходить со мной в этой жизни. Вижу Христа в Рио своими собственными глазами, это просто не укладывается у меня в голове. Мы пришли ко Христу, закрыли свой гештальт, сфоткались наконец-таки снизу от Христа, очень класс. Не приезжайте сюда в выходные, не приезжайте сюда днем, приезжайте лучше действительно с утра, когда никого нету, потому что народу просто тьма тьмущая, не пропихнуться. И самое забавное, то, что они здесь поставили алтарь. Что-то происходит. Здрасте. Да, они здесь поставили алтарь, и, судя по всему, здесь будут служить мессу, прямо возле Христа. И это очень прикольно. Тут иногда служат мессы, да, смотрите, тут готовятся к мессе. Ватикана, вон флаг Бразилии, флаг Ватикана, вот алтарь, Бразилия, вот, алтарь. для пожертвований, свечки, миссал, все как полагается. Поэтому, скорее всего, здесь будут служить. Вот даже приборы для участия подготовили. Trabalho aqui na Diocese do Rio, na paróquia Nossa Senhora do Loreto. E tem também aqui o Padre Lauro, que é lá de Bacabal, né? Está aqui fazendo uma visita, onde será... Вот смотри, вертолет. Вот мы также летели, точно так же и мы летели на вертолете. Вот с этой стороны смотрели Христа. А теперь на нас В ноябре теперь на нас смотрят, а раньше мы смотрели. Посмотрите, какие божественные виды. Почему так важно приезжать на Христа, когда хорошая ясная погода? Потому что если вам не повезет, то будет не видно не только город, но и самого Христа. Поэтому лучше всего выбирать время, когда очень хорошая погода, когда нет ни облачка, как сегодня. Смотрите, мы живем в этот раз примерно там же, где жили в прошлый раз. Мы живем возле вот этого озера. Вот с этой стороны у нас идет Ипанема. Вот возле этого озера. Весь этот пляж — это Ипанема. И оттуда начинается Копакабана. Вот она идет вся. А здесь озеро, по озеру бегают капибары. И мы живем вот прямо между Ипанемой и Копакабаной. Закрывает наш дом вот эта скала. 5 минут до пляжа Ипанемы, 5 минут до Копакабана и 5 минут до озера. Мы обязательно спросим у нашей хозяйки-американки, сколько стоит эта квартира. Мы думаем ее купить. И поделимся с вами ценой на эту квартиру. Да. Мы думаем, что, наверное, стоит ее купить и закрыть вообще план на всю жизнь. Да. Для полного счастья не хватает двух. Мне нужна квартира в Мексике, квартира в Рио, собственно, все. И все больше не надо, ничего больше. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui
ты думаешь, сколько сюда нужно времени закладывать? Ну, где-то час минимум. Некоторые говорят, что минут 20, но минут 20 это если плохая погода, если смотреть нечего. А Ну, так? нам еще и повезло, потому что сейчас идет место, и, ну, типа, там музыка, трали-вали, они служат, и все такое. И, блин, продраться через толпу народа, это как минимум минут 20. А пока ты фотки сделаешь, это уже минут 40. С поезда открываются такие прекрасные виды. Мы уже едем назад, зная, что лучше всего сидеть слева, справа по дороге туда, слева по дороге обратно. Мы селись. Нам сказали, что здесь у нашего озера ближнего водятся капибары, но мы уже который раз сюда приходим, мы в ноябре приходили, и сегодня еще раз пришли, но что-то который раз мы приходим, и их нет, что-то не прет. Сзади нас стоит Христос, мы сегодня с утра там были. Обычно его не видно, потому что он либо за облаками, либо, блин, дождь идет, либо еще что-нибудь. Но сегодня он прекрасно виден. И с утра был, и сейчас. О, капибара, пойдемте смотреть. Вот же она. Не прошло и часа, и 2 лет, как мы ее нашли. В ноябре мы так и не видели ни одной капибары. А сейчас вот она, прямо посреди города. Как прикольно. Мне водичку пьет. Вы представляете, оказывается, капибары долго-долго могут быть под водой. Вот она нырнула, и все. Ее, наверное, с минутку не было. Довольно надолго, они же дыхание задерживают. Вот почему их не видно. А мы-то думали, почему нет капибары. Оказывается, они просто очень хорошо под водой себя чувствуют. И поэтому их не видно. Мы очень любим Рио, и кто-то скажет, ну такая же Колумбия, тот же самый Медельин, ничего тут такого особого увидела. Едешь и думаешь, сколько здесь стоит квартирка в каждом районе, так смотришь, какие райончики, где повыгоднее. Мне очень нравится. Мне кажется, Рио это прям мой город. Мы приехали, наверное, к одной из самых прикольных достопримечательностей Рио. Это просто пешеходная улица, где можно гулять. Многие катаются на велосипедах. Здесь так очень спокойно, очень тихо. На мой взгляд, достаточно безопасно. Но самое здесь прикольное — это вот эти граффити, которые показывают этносы со всего мира. Я думала, что они будут поменьше, как в Медельине в Коммуне 13. Там такие на стенах не очень большие. Здесь они, смотрите, какие гигантские, огромные. Я не ожидала. Я думала, что они будут гораздо больше. Кто тут есть у нас? Ага. Африканцы, это, видимо... А, это северные индейцы, точно. А вот это южные, как на Амазонке. Там какой-то монгол, да, или чукча. А, и в конце? И в конце кто там, ты видишь? Мне кажется, что это аборигены австралийские. А, кстати, точно, Юлька, может привет, быть. мне кажется, я это у тебя видела в Инстаграме. И ни одного нашего, смотрите. Ни одного белого, что за дискриминация вообще? Это к вопросу о том, о чем говорят все люди у нас в России. Вот в нашем коммунальном службе, вы смотрите, не было бы вот этих граффити, мы бы сюда не приперлись. Не создали бы здесь туристическое место. Вот очень простой вариант. Сделайте красивые граффити, дайте людям сделать красивые граффити, и сюда будут ходить другие люди и приносить в вашу же копилку вам же, блин, деньги. Смотрите, как тут прикольно. Вот там вот наверху видно Христа. Христос пониже, под ним фавелы. И все в фавелах, и видно, что там вообще супер неблагополучный район. И здесь район, который сделали для туристов, туристическое место, спокойное, безопасное, где можно просто спокойно гулять. Здесь же рядом стоит полиция, блюдет закон и порядок. Мы поэтому достаточно спокойно здесь снимаем. И вот интересно, откуда везут вот эти машинки, откуда они туристов. Мы подошли к музею. Музей называется «Музей завтрашнего дня». Лично я думал, что здесь ессентуки, нарзан, пивко, спазмолгончик. Но сегодня тут экспозиция про экологию, поэтому внутрь мы не пойдем. Но до самого него мы сегодня дошли. Здесь так красиво, прикольно погулять. Да, вообще. очень такая большая площадь, большое такое лофтовое пространство, где ты можешь погулять. И при этом все это находится в центре города, который окружен фавелами. Очень прикольно, так необычно. И вообще у меня такое ощущение, что Рио как будто безопаснее, что ли, становится. Очень много полиции. Вот только здесь стоит 3 или 4 машины полиции. Тут же люди рыбачат. Вон дядька поймал рыбку. Складывает в мешок.
завтрашнего дня, достопримечательность местная, туристы, вся фигня туда-сюда. Смотрите, стоит здание, вот рядом с ним стоит современное, офигенное стеклянное здание, посреди него вот такие огроменные часы, короче, очень красивые, эстетично вся фигня. Посмотрите вот на это здание. Вроде тоже ничего такое, красивое, эстетичная вся фигня, но посмотрите, чем оно исписано просто с середины и до верха. Это к вопросу об эстетике и о существовании эстетики и вот такой вот фигни просто вот друг с другом рядышком, вот в 2 сантиметрах, мы здесь центр города, а рядом фавелы, вот из этой же серии. В музей завтрашнего дня вход стоит 30 реалов со взрослого и 15 с ребенка, это 75 реалов. Вообще тут обещают экспозицию о том, как изменилась наша планета за последние 50 лет, поднимают вопросы экологии, отношения человека к планете и все остальное. Времени уже на самом деле много, и плюс довольно дорого, поэтому мы лучше пойдем прогуляемся дальше по центру. Мы пришли, наверное, к одному из самых прикольных и удивительных зданий всего Рио. Если вы не знаете, что это такое, то вы никогда не догадаетесь, куда мы пришли. А сейчас подписывайтесь, ставьте лайки, поставьте на паузу, и тот, кто не знает, напишите, как вы думаете, что это за здание, что может быть там внутри. А мы пойдем сейчас и вам покажем. Подходим мы к этому зданию, плитку сперли с Ипанемы, смотрите. Очень много плитки с Ипанемы, ну, похожей на Ипанему, и на Копакабану. Да, 2 пляжа имеют 2 разных типа плитки. Одна вот такая волнистая на Копакабане, а вот такая квадратная на Ипанеме. И по городу иногда кусками ты встречаешь то оттуда, чтобы наперли. А вообще я расскажу еще, что у них есть спор по поводу этой плитки с волнами, как на Копакабане. Ее придумали вообще в Манаусе, как свадьбу рек. Помните, мы видео про Манаус показывали вам, рассказывали о свадьбе рек? И вода горячая и холодная сливаются. И цвет реки, темный цвет. Да, цвет реки, вот этот темный и светлый, говорят, что придумали именно в Манаусе. И уже потом перекочевала эта плитка на Копакабану. Куда же мы пришли? Что это за здание такое? Очень интересно. Если бы мы не знали, мы бы никогда не догадались. Я бы подумала, что это, наверное, водонапорная башня. Тём, ты бы подумал, что это? Я подумал, что это модерновая пирамида. Какая-то пирамида непонятная, может быть. Это оказался собор, который построен был в 1979 году. Кафедральный собор местного района. Святого Себастьяна. Святого Себастьяна, да. Покровители всего Рио, но типа кафедралка местного района. Одного из районов Рио. Вот смотрите, вот там вот есть микрохристос, который, как у нас на горе стоит. Вот это вот колокольня, очень прикольная, туда забираться, наверное, обосраться можно. Вон там стоит мини-папа, прямо напротив фешемебельного здания. А вот стоит микро-мать Тереза. С микроматерью Терезой фоткаются чаще всего, вот только что при нас фоткались. Очень много автобусов туристических, все сюда подъезжают, такси, конечно же. Даже гиды предлагают свои услуги. Давайте посмотрим, что там. Построили на районе классную достопримечательность, все сюда теперь едут. Да, такой необычный собор. Сейчас зайдем и посмотрим, что там внутри. Интересно, вход платный? Наверное, бесплатный. Кстати, в этом соборе внутри могут находиться одновременно до 20 тысяч человек. Представьте себе, это очень-очень много. Ой, какой он огромный. Ну, как и все католические соборы, он достаточно такой умеренный внутри. Никаких икон, как у нас в православной церкви, здесь вы не увидите. Какие иконы, которые в виде витражей сделаны. И на самом деле их лучше видно в камеру, чем глазами. Да, сливаются витражи и сливается крест. И получается... Здание построили на фоне такого прикольного окружения, типа небоскреба, а я маленький такой, и вот такая вот гондола стоит. Я вам честно скажу, мне на Копакабане не так стрёмно вытаскивать телефон, как здесь, в центре города. Но здесь действительно опасно. Фавелы. Мы сейчас идем, подошли к вот этим аркам. Это тоже такая достопримечательность, достаточно известная в Рио. Вот эти арки как раз находятся между собором и Эскалера Селярон, то есть между собором и лестницей. Здесь, конечно, контингент. Я вот сейчас снимаю, и реально на свой страх и риск. Вот ездит трамвайчик по этому мостику с арками. Здесь столько бомжей. Вот тут на самом деле под каждой аркой кто-то спит. Чего не сделаешь ради контента. Ну вы просто обязаны поставить мне лайк. За смелость и отвагу. За слабоумие и отвагу обязательно. В центр города она идет, снимает на телефон. За слабоумие и отвагу я точно достойна лайка. Какое бы это было не опасное Рио, сколько бы тут бомжей не было, вот они ночуют прямо под акведуком.
Но в сравнении с каким-нибудь Медельином из какой-нибудь Колумбии, где еще и дуют все на каждом шагу при этом, здесь чувствуешь себя более безопасно в сравнении с остальной латиницей. Бразилия и Аргентина, две нормальные страны. Остальное есть вопросы. Мы пришли в ботанический сад. Кто там? Черепашки? Здорово! Стоим в очереди. По информации в интернете, вход стоит 30 реалов, оплата только наличными. Будем надеяться, что меня примут пиццу. У меня есть бразильская карта. Сейчас уже по моей информации оформить бразильскую карту в статусе туриста нельзя. Но мне повезло, у меня такая карточка есть, оформленная в статусе туриста. И нам действительно очень-очень везет, что мы можем практически везде расплачиваться пиццем. Пицца это типа нашего Сбербанк онлайн. Сейчас посмотрим, получится у меня или нет. Купила я билеты в ботанический сад. Система здесь просто максимально дебильная. Вы либо покупаете за кэш, либо вы заходите на сайт, здесь вот есть все иностранцы стоят, здесь только что толпа была вместе со мной. Заходите по QR-коду и оплачиваете по номеру телефона, при этом стандартно для Бразилии нужно ввести свой CPF, до данные паспорта, чуть ли не продать почку, прежде чем что-то купить. Но я все купила, так что мы сейчас с Амелией пойдем в ботанический сад. Я этот квест решила, там всегда целая толпа стоит. Иностранцы, конечно, все вместе со мной орут, типа, какого фига? Почему мы должны покупать через сайт? Почему вы не поставите терминал элементарно? За вход в ботанический сад я заплатила не 30 реалов, как написано в интернете, а 75 плюс 35. В общем, точно не помню цифры, но итого я заплатила 110 реалов. Помните в серии про Амазонку мы рассказывали про иголки, которыми охотятся индейцы? Здесь такие пальмы тоже растут. Вот они, смотрите. Рассказывали мы, как индейцы охотятся. Ай, очень острая, с помощью вот этих иголок. Вот очень острая иголка, просто невыносимо. Можно любую взять и сорвать. Смотрите, в ботаническом саду очень много разных растений, в том числе джекфрут, нами всеми любимый, известный с Азии. И здесь написано про него интересная информация. Оказывается, джекфрут привезли в Бразилию португальцы из Азии. Зачем они вообще это сделали? Ну, во-первых, это очень вкусный фрукт, а во-вторых, помимо того, что он очень быстро и хорошо растет, можно делать замечательную мебель, очень хорошая, очень устойчивая к влажности в тропическом климате древесина. Также его используют в качестве тени, и оно очень-очень хорошо заселило все леса атлантической части Южной Америки. Местные его очень любят, особенно очень любят мартышки и обезьяны. На Амазонке у нас кто-то покусал Артема, сегодня кто-то покусал в ботаническом саду Амелию. Посмотрите, у нее распухла нога, одна нормальная, а вторая нога распухла. Сейчас, смотрите, какая большая стала. Чешется? Не чешется, просто распухла нога. Не больно? Больно. Больно? Ну что ж вы лезете вечно с папой туда, куда никто не просит. А это, смотрите, те самые кувшинки, которые мы с вами видели на Амазонке. В серии про Амазонку мы вам показывали вот эти кувшинки гигантские, которые тогда, так же как и здесь, были совсем маленькие. Нам Вадим на Амазонке рассказывал, что на них часто забираются крокодилы и греются на солнышке. Еще, что они вполне могут выдержать небольшого ребенка. Я вот так вот наверх, смотрите, какие они гигантские. Просто безумная красота. Надо же, как делает природа. Мы подошли в ботаническом саду к той самой аллее знаменитой с 1000 высоченных пальм. Ого! А это лисички? Ну, конечно, какие-то лисички. Я не знаю, что это, лиски это точно нельзя. Потому что только пришли, я не могла поверить, что можно сфотографироваться на этой аллее так, чтобы не было людей, никто бы не мешал. Но здесь люди подошли вот только что. До этого мы фотографировались, я снимала, вообще никого не было. Вполне можно сделать классные, действительно прикольные фотки. Здесь ботанический сад, а здесь чей-то детский сад. И здесь дети играют, а там вот вообще вполне себе жилые дома, а там Христос. Ну вот как можно не любить этот город, как можно не хотеть здесь жить? Посмотрите, обычный частный сектор с обычными домами, тут же Христос. Боже, какая красота. Тут чайка летит, а тут дядька рыбачит с сетями. Тут люди гуляют, на велосипеде катаются. Холодно сегодня, градуса 22, наверное, или 21 сейчас. Я не знаю, как... Да, если бы у нас Христа изображали на мусорных баках,
Артемий Лебедев, наверное, первый бы выразил свое фи на эту тему. Абсолютно ни в какие рамки не помещающийся хуй. Нельзя размещать флаг на мусорных баках и на мусоровозах, также креста. Но бразильцы не сильно парятся. Все спокойно. Мы пришли в гости. И кто это? Это Наташа. Привет. Наташа рожала в Рио. Я Где рожать? единственная, кто рожал естественные роды в этом роддоме в этот день. Так, все остальные делали кесарево. Я горжусь этим. Мы пришли к ребятам в гости, они в Рио снимают кондоминиум, квартиру в кондоминиуме, и привезли с собой кошку. Фрося, привет! Кошку Фросю. Она с нами не знакома, но мы по Наташиному блогу с кошкой знакомы. Мы заказали суши. Наташа, расскажи, почему Что суши? можно есть в Рио-де-Жанейро, кроме суши? Это самая естественная еда для Рио-де-Жанейро. Почему? Потому что в Бразилии огромная диаспора японцев. И суши здесь И замечательные. суши здесь прекрасные. Прекрасные, Я столько великолепные. суши в России никогда не ела. Давно вы уже живете? Кексики. Полгода. А мам, можно? Да. Вот, пожалуйста, здесь вот спят бомжи, там вон тоже спят бомжи. Это стандартная история Рио, это есть на каждом шагу, не только в Рио, везде вот они спят, вдвоем вообще с ребенком. Надеюсь, мне ничего не будет за то, что я снимаю. Смотрите, в Бразилии бесплатная медицина, вот здесь вот бомжу какому-то стало плохо. И вот здесь есть скорая, полиция, его вот сейчас ведут, вот, ну, очевидно, что он бомж, приехала скорая, точно так же, как у нас в России. Тут же детская площадка, где играют дети, тут же сидят бомжи, и все это на Ипанеме, вот там вот дальше видно уже, там дальше видно уже море, видно уже пляж. Сейчас мы с вами пройдемся по Ипанеме и заснимем этот пляж. Мы с вами Копакабану уже видели много раз, сейчас мы пройдемся по Ипанеме, и даже сегодня, наверное, если не будет сильных волн, наверное, искупаемся. Мы пришли на пляж Ипанема, посмотрите, какие сегодня волны. Никто, конечно, даже не пытается приблизиться к воде, потому что волны просто гигантские. Я не знаю, сколько метров, ну не знаю, метра 4, наверное, или 5. Огромные волны. Ну, смотрите, накрыло людей. Волной, смотрите, все разбегаются. Давайте сядем, чтобы нас волны не накрыли. Смотрите, все разбегаются. Кого-то обувь унесло. Мы пришли на пляж Ипанема, и обычно я с собой телефон не беру, потому что это так, достаточно рискованно. Особенно сейчас его держит в руках Амелия, и у нее могут этот телефон просто вырвать из рук. И поэтому мы так немножко на чеку. Но смотрите, какой классный пляж. Здесь открывается просто безумный вид. Ипанема, это, наверное, если сравнивать Ипанему и Копакабану, на мой взгляд, Ипанема, конечно, покрасивее, но она немножко поуже и поменьше, такая более камерная. Пришли мы сюда специально для того, чтобы снимать для вас Ипанему в будний день. Смотрите, очень мало народу, но еще и волны очень сильные. Но пляж просто божественный, один из лучших в мире. Смотрите, на Копакабане куча кафешек на пляже. Здесь на Ипанеме нет. Вот дядька прямо из бутылок 5-литровых миксует коктейли. Сейчас их будут продавать по 15-20 реалов за штуку богатым грингосом. Мы тут пришли в ресторанчик на Ипанеме. Смотрите, какой тут прекрасный вид. Ух, прямо к нам, к ногам. Ух! Дошли мы до эскалера Селярон, очень похоже на вход в коммуну 13 в Медельине. Пойдем. Пошли. Что могу сказать? Ребят, вокруг здесь ну реально стрёмно. Вот прям реально стрёмно. Слабоумие, отвага, это мягко сказано, с тем районом, где она сейчас находится. Поэтому, если есть возможность, сюда лучше всего ехать на такси. Да, в прошлый раз мы сюда приехали конкретно на такси, и это было более безопасно, чем мы сейчас идем пешком. Потому что дальше, чтобы вы понимали, идет фавелла. Слева и справа отсюда это просто триндец, то, что тут происходит. Бомжи, нарики и все такое прям. Вот чтобы вы понимали, вот эта знаменитая лестница заканчивается фавеллой. Но это еще культурная нормальная фавелла. А представляете, какие реальные фавеллы? Смотрите, а вот и художник, который расписывает вот эти картины, с кисточкой ходит, можно ему задонейтить что-нибудь, фотографируется. Здесь имена людей можно разглядеть.
тут на самом деле не только имена. Здесь просто и слова, типа, например, Лука, тут же Москва, тут же Ой, смотрите, по-русски. Игорь. Милан, Лука, Марина, Москва. Вагоград. Вагоград. На ваших глазах создается живопись, между прочим, чтобы вы понимали. Думаю, что мы французы. Судя по всему, их тут стирают периодически и пишут новые, новые. поэтому решать за обители. Всего, говорит, за $1 я напишу Но свое при этом имя. Вот прямо здесь он создает при вас живопись. И самое прикольное, что он даже готов принимать не кэшем, а пиксом, карточкой. Говорит, заплати картой. Ладно, пойдемте к лестнице, посмотрим, что там. В прошлый раз там была совсем небольшая очередь. Мы были в ноябре, и мы были практически одни. Мы сделали свои волшебные бомбические фотки на этой суперской лестнице. В этот раз мы уже не будем делать такие фотки, потому что посмотрите, какая очередина там стоит. В прошлый раз мы были, да, практически одни, но очередина эта стояла такая же. Смотрите, какая очередь из желающих сделать фотографию на лестнице. Я не знаю, для чего они стоят в очереди, честно скажу, потому что фотографии все равно получаются на фоне жоп. Вон там одни подошли, другие на их фоне жопы. Все, в общем, как обычно. На самом деле никакой разницы нет. Фотографироваться в начале или в конце. Все стоят, чтобы сфотографироваться в начале, в то время как подальше вид нисколько не хуже, и жоп нет. Вот в этом самом месте мы передаем большой привет Леше и Виолетте. Ребятки, в том числе благодаря которым все наши путешествия и состоялись. Леша и Виолетта, спасибо вам большое. В этом месте я передаю вам огромный привет, потому что если бы не вы, я не знаю, что бы мы делали. Наше путешествие, наверное, никогда бы не состоялось. Ну что ж, друзья, закончилось наше путешествие по стране. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и погнали с нами смотреть удивительные и новые путешествия вокруг Земли.